Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочется с вами поговорить о тех вопросах, которые возникают в жизни каждого скрипача. Первое. Как правильно поменять струны? Второе. Чего не любит наш инструмент и как же этого избежать? Третье. Как правильно поставить подставку? И четвертое. Что же делать, если наши колки не держат? Итак, поехали. Что же не любит инструмент? Он не любит очень сухого воздуха и большой влажности. Для этого в хороших специальных футлярах, кейсах для инструментов есть сразу встроенный гигрометр. Можно его также приобрести в любых музыкальных магазинах специально в дополнение вашему футляру. Он показывает, насколько хороший воздух в вашем футляре и вокруг вас, допустим, в вашей квартире, если вы храните там инструмент, насколько он влажный либо сухой. Что же делать, если все-таки у нас сильно сухой воздух? Есть увлажнители для скрипки, вот так они выглядят. Этот увлажнитель мы помещаем в деку скрипки, и маленький пупсик будет торчать здесь сверху, с помощью которого вы сможете вытянуть. Инструкция по применению находится непосредственно в этом увлажнителе воздуха, и я считаю, он достаточно оперативно справляется с этой задачей. Также существуют еще коробочки для увлажнения. Вы видите на фотографии. Если у вас нет возможности приобрести увлажнитель для скрипки, вы берете небольшой кусочек ткани, обворачиваете его в полиэтилен, намачиваете водой и оставляете несколько мест, где эта тряпочка будет не замотана в полиэтилен, а будет непосредственно увлажнять воздух в вашем кейсе. Рядом с вашим инструментом вы можете положить этот кусочек, чтобы он увлажнял воздух. Поверьте, это сработает. Также, друзья, я напоминаю, что у нас есть смычок. И если мы не будем спускать наш волос с помощью вот этого винта, то наша трость будет деформироваться, она выгнется как лук дугой, либо будет просто из стороны в сторону вилять. И вам придется купить новый смычок, потому что это исправить уже практически невозможно. А теперь я бы хотела поговорить о том, как правильно менять струну. Наша струна должна меняться непосредственно одна. Выкручиваете колки на себя, аккуратно выкручиваем, вытягиваем струну, снимаете ее, с машинки, вот эту вот головку, и убираете. Как мы наматываем? Аккуратно вставляем хвостик в дырочки колка, чтобы она вышла с другой стороны. Обращаю внимание, у вас две дырочки. Ваша струна должна практически выйти насквозь. И наматываем. Аккуратно наматываем постепенно. Я надеюсь, вам видно. Постепенно мы наматываем, чтобы она рядышком накручивалась. И таким образом мы колок наш чуть-чуть вдавливаем постепенно. Можно сделать вот так, чтобы подровнять. Вдавливаем постепенно вот в эту дырочку противоположную. Будьте осторожны, пожалуйста, друзья мои. Если вы сильно вдавите в дырочки колок, то может образоваться трещина. И это повлечет за собой ремонт. Поэтому будьте осторожны. Хотелось бы вам напомнить о том, что струны мы меняем по одной. Для чего? Для того, чтобы наша подставка не сменила местоположение. Поэтому мы меняем по одной струне. Если у вас есть возможность, лучше поменять полностью аккорд, то есть целые 4 струны. Друзья, как правильно ставить подставку? Это вот эта вот маленькая штучка, которая находится под струнами. Если вы покупали скрипку у скрипичного мастера, то будьте уверены, что мастер нашел самое оптимальное положение на вашей скрипке подставки. Почему?
Потому что ему нужно продать инструмент, и тембр, и красота звучания будет интересовать покупателя. Поэтому он приложил все усилия, чтобы найти самое хорошее место для этого. Что же делать, если нам нужно поставить самим подставку? Как вы видите, один край выше, второй ниже. Тот край, который выше, мы должны поставить со стороны толстых струн соль и ре. Тот край, который ниже, мы ставим со стороны ми струны. И местоположение вы приблизительно можете посмотреть по моей скрипке, где это находится. Если есть возможность, можете рассмотреть на своей скрипочке, где же была подставка. Я думаю, что такие места можно увидеть, если ваша скрипка не новая. На примере вот этого колка я вам покажу, что же делать, если у вас не держит строй, а вам очень-очень нужно что-то предпринять. У нас есть, как всегда, у каждого скрипача канифоль, и может быть где-то у вас завалялся кусочек мела. Что же делать? Мы сначала берем наш колок и канифоль, и вот так вот обходим канифолью, канифолем колок. Далее мы берем мел и сверху наносим мел. Теперь мы накручиваем, вставляем в дырочку и накручиваем нашу струну. Теперь мы немножко вдавливаем колок в противоположную сторону, но только немножко. И когда мы чувствуем, что он зафиксировался, будьте уверены, что ваш инструмент вас потом не подведет. Также существуют в магазинах специальные, как вы видите на экране, специальная смазка для колков, чтобы она фиксировала, помогала нашим музыкантам удерживать строй. Итак, дорогие друзья, если вы досмотрели мое видео до конца и посчитали его полезным для вас, я буду очень рада, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал.